Как строят дороги в Китае? 750 метров в час с такой скоростью сегодня строятся в Китае новые дороги. Полвека назад Китай был одной из самых отсталых стран по протяженности дорог с твердым покрытием. Правительство КНР считало, что есть более важные задачи. Ситуация стала меняться лишь в 80-е годы, когда пришло понимание, без современной дорожной инфраструктуры дальше нельзя. Появился даже лозунг: если мы хотим разбогатеть, нужно сначала строить дороги. В это время правительство приняло первый план создания сети государственных скоростных автомагистралей и были разработаны соответствующие стандарты качества. Определились с источниками финансирования строительства, средства госбюджета, местных бюджетов, сбор за обслуживание дорог, дополнительные пошлины при покупке машины, акцизы на топливо. С 1985 года все это оформили отдельными законами. Тогда же государство разрешило вводить сборы за проезд по шоссе высокого класса для возвращения кредитов на строительство. Скоростные автострады представляют собой заметные достижения дорожного строительства в Китае после начала реформ. В 1988 году была запущена в эксплуатацию первая скоростная автострада Китая Шанхай-Цзидин, протяженностью 18,5 километра. После чего были одна за другой построены скоростная автострада Шэньян-Далянь, общей протяженностью 375 километров, и скоростная автострада Пекин-Тиньцзинь, Танбу общей протяженностью 143 километра. С начала 90-го года, в рамках общего плана строительства магистралей национальных скоростных автострад, строительство скоростных автострад в Китае начало набирать темпы. Протяженность ежегодно строящихся скоростных автострад возросла с нескольких десятков километров до более чем 1000 километров. К концу 1999 года, общая протяженность запущенных в эксплуатацию скоростных автострад Китая уже достигла 11 605 километров. За какие-то 10 лет в строительстве скоростных автострад в Китае были достигнуты такие результаты, на которые у развитых стран уходило в целом 40 лет. Строительство скоростных автострад и прочих автомобильных дорог высокого класса повысило технический класс дорожного строительства в Китае, позволило уйти от отсталого состояния в отрасли дорожного строительства, и вместе с этим значительно сократило разрыв между Китаем и развитыми странами. Быстрое развитие автомобильных дорог высокого класса выдвинуло довольно высокие требования к строительству автомобильных мостов и тоннелей, и способствовало увеличению количества и повышению технического уровня автомобильных мостов и тоннелей. В Китае через основные реки и некоторые проливы был построен целый ряд мостов высокой степени сложности с глубоководными фундаментами и большой длиной пролета. Эти проекты стали свидетельством того, что Китай уже вошел в число передовых стран мира по строительству мостов с глубоководным фундаментом и большой длиной пролета. К концу 1999 года количество автомобильных мостов в стране уже насчитывало 230 тысяч штук, общая протяженность составляла 8006 километров, количество тоннелей насчитывало 1257 штук, общей протяженностью 407 километров. Развитие строительства автомобильных тоннелей в стране началось практически на пустом месте. В 1986 году был построен первый в Китае крупный современный автомобильный тоннель передового уровня на шоссе первого класса Фучжоу-Мавэй, двухполосный тоннель Гушань. Вслед за этим были построен ряд крупных современных автомобильных тоннелей, таких как Чжунлиншань, Цзюньшань, Люпаньшань, Бадалин и прочие. Заметно выросла площадь покрытия дорогами сельской местности. После образования Нового Китая, в стране непрерывно шло усиление строительства сети автомобильных дорог. Быстрыми темпами развивалось строительство дорожной инфраструктуры. Одновременно со строительством национальных автострад и магистралей провинций, ускорялись темпы строительства скоростных автострад и сельских шоссе, транспортные функции сети автомобильных дорог в целом постоянно улучшались, постоянно росла общая эффективность.
К концу 2008 года, общая протяженность автомобильных дорог в Китае достигла уже 3730 тысяч километров, в том числе протяженность скоростных автострад составила 60 300 километров, шоссе первого класса 54 200 километров, шоссе второго класса 285 200 километров. Дороги второго класса и выше занимают 10,72% из общей протяженности всех дорог. Технический класс дорожного покрытия и глубина охвата намного повысились. Наконец, 2008 года протяженность дорог с высоким и средневысоким классом дорожного покрытия достигла 1995,6 тысячи километров. Запуск в эксплуатацию скоростной автострады Шанхай-Цзидин в 1988 году обозначил прорыв нулевого уровня в строительстве скоростных автострад на материковом Китае. После этого строительство скоростных автострад начало продвигаться безудержными темпами, создавая новые рекордные отметки, стабильно выходя на второе место в мире. Скорость развития скоростных автострад в Китае привлекла внимание всего мира. К концу 2008 года, общая протяженность сельских автомобильных дорог в стране составила 3125 тысяч километров, что в 4 раза больше показателей 1978 года. Строительство скоростных дорог продолжается и сейчас, причем прежними фантастическими темпами. Согласно программе развития транспорта на 12-ю пятилетку 2011-2020 годов, в ближайшие годы в Китае будет сформирована сеть скоростных дорог, которая свяжет все регионы и практически все города с населением свыше 200 тысяч человек. Уже сегодня в Китае 300 тысяч мостов, 1000 из них длиной более километра. По количеству современных дорог страна вышла на второе место в мире, а все скоростные трассы были построены за 20 лет. Большинство дорог в Китае бесплатные. Есть и платные дороги двух типов: государственные, построены за счет бюджета, и коммерческие, сооружены за счет собственных или заемных средств компаний. Для простого автомобилиста никакой разницы между ними нет, но по закону государственная дорога должна стать бесплатной после 15 лет эксплуатации, а коммерческая – через 25 лет. Плата для легковых автомобилей – от 0,25 до 0,6 юаней за 1 километр, в зависимости от времени суток, сезона. Для грузовых автомобилей – от 3 до 7 рублей, что не сильно отличается от европейских тарифов. Но есть два отличия от Европы или соседней Японии. Во-первых, в городах все дороги бесплатные, даже если это футуристические шестиуровневые развязки, как в Шанхае. А в том же Токио въезд на многоуровневый городской фривей – платный. Во-вторых, не всегда есть бесплатная альтернативная дорога, причем в таких случаях каждый раз принимается отдельное решение на уровне правительства. Больше всего впечатлил мост Дунхай, построенный 3 года назад. Когда смотришь на карту, возникает чувство, что он ведет в никуда и обрывается в открытое море. Но все не так. Шанхайский порт, крупнейший в мире по обороту, расположен в мелководном устье реки Янцзы и не может принимать современные огромные танкеры и контейнеровозы. Чтобы решить эту проблему, на маленьком острове Иншань построили новый порт, именно для таких судов, и соединили остров с материком мостом длиной 32,5 километра. Фантастическое сооружение. 8 полос для движения, отличное покрытие, освещение, едешь словно в открытом море. Так вот, Дунхай построили всего за 3 года. И это не самый длинный мост в Китае. В провинции Шаньдун есть мост через залив Цзячжоу длиной 36,5 километра. И для справки, 7 из 10 самых длинных мостов в мире находятся именно в Китае. К концу 2019 года общая длина сети скоростных автомагистралей Китая достигла 149 600 километров, крупнейшая в мире по длине система скоростных автомагистралей.